Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я связала себе вот такое изделие. Планировала вязать пляжную тунику, но у меня получилось практически платье. Изделие не помещается на столе, буду показывать вам частями. Я снимала подробный попетельный мастер-класс. Все ссылочки оставлю вам внизу в описании под этим видео, а также добавлю подсказку на плейлист в правом верхнем углу экрана. Вязала я из турецкой пряжи Yarn Art стиль в 50 граммах 185 метров, 67% хлопка и 33% вискозы. Рекомендуемые спицы номер 3. Я вязала спицами 3 мм. Номер цвета 666. У меня ушло 5 полных мотков, и вот что у меня осталось от 6-го мотка. Я думаю, я потратила грамм 20, не больше. И общий расход получился 270 грамм, но у меня маленький размер одежды SXS, и все расчеты я делала на объем груди 80 сантиметров. Перед тем, как приступить к вязанию изделия, я сделала все необходимые расчеты для вязания круглой кокетки по методу Элизабет Циммерман. И все расчеты делала, исходя из объема груди 80 сантиметров. У меня объем груди 78 сантиметров, и 2 сантиметра я дала на свободу облегания. Я определила, что на мой размер, на мой обхват груди высота кокетки должна быть 20 сантиметров. Рассчитала длину кокетки и определила, что на мой размер необходимо взять 14 раппортов. Так как первый ряд узора состоит из 8 петель, то для первого наборного ряда я набрала 112 петель и вязала кокетку необходимой мне высоты, пока в раппорте не стало 20 петель. То есть у меня на спицах было 280 петель. И у меня высота кокетки была 16,5 сантиметров. Вот, 16,5 сантиметров. Но по расчету высота моей кокетки должна быть 20 сантиметров. 3,5 сантиметров это я вывязала росток. Вот росток 3,5 сантиметра. И всего общая длина 20 сантиметров. Вот 20 сантиметров. Вывязала я азиатский росток вместе с подрезами. Азиатский росток у меня составлял 14 рядов. За 14 рядов подреза я добавила 8 петель. И 6 петель я добавила обычным образом воздушными петлями, чтобы у меня вот здесь сомкнулся узор. И после того, как я сомкнула узор, у меня уже осталось 10 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по переду и 5 раппортов по спинке. У меня было на спицах 280 петель, я их разделила так. По 54 петли я отвела на рукава. На перед у меня было 91 петля и на спинку 81 петля. После того, как я связала азиатский росток, набрала петли на подрезы, замкнула вязание в круг, у меня на спицах было 200 петель. После подрезов я решила связать еще один раппорт вниз. А далее вязала раппорты уже без треугольников. И в этом месте у меня раппорт составляет 20 петель. Далее я решила треугольники вязать только в 3 центральных раппортах и провязала 2 раппорта вниз. И у меня каждый раппорт так и остался по 20 петель. Далее я решила треугольники вывязывать только в центральном раппорте. И каждый треугольник я увеличила на 2 петли. Здесь раппорт у меня составляет 22 петли, здесь 24, здесь 26 петель. По спинке точно так же. И после того, как я вывязала последний треугольник, этот раппорт у меня 26 петель, остальные раппорты по 20 петель. И так как у меня бедра шире, чем грудь, я решила вот в этих раппортах увеличить петли до 26. И постепенно я прибавляла петли. Вам, наверное, видно, что вот этот раппорт у меня расширяется. И в конце у меня каждый раппорт стал по 26 петель. Затем перед вывязыванием каймы мне пришлось убавить в
каждом раппорте по 2 петли, чтобы у меня сошелся узор. И я решила кайму связать точно такую же, как я вязала вот эти дорожки. И закрыла я петли эластичным способом с помощью накидов. Но после стирки немножко эластичность стала меньше, но все равно такое закрытие меня устраивает. Рукава я решила связать совсем коротенькие, от подрезов буквально 2,5 сантиметров. Если вы хотите связать более длинные рукава, вяжите более длинные. И посмотрите, как выглядят подрезы. Из подрезов в рукава я петли набирала петля в петлю, никаких дырочек нет, все красиво, аккуратно. Вот так выглядит азиатский росток вместе с подрезами. Рукава я закрывала полым шнуром айкорд и соединяла начало и конец полого шнура незаметным образом. И горловину также я обвязывала полым шнуром айкорд. Немного по получившимся размерам. В груди 40 сантиметров. Длина рукава по плечу 19 сантиметров. Ширина рукава 15 сантиметров. Горловина 19 сантиметров. Росток 3,5 я говорила, и высота кокетки вместе с ростком 20 сантиметров. И длина изделия от подреза до низа 61 сантиметр. Если мерить вот от этой самой высокой точки, то 81 сантиметр. Немного хотела остановиться на пряже. Пряжа у меня с вискозы. Видите, как она блестит в моточке. Но после того, как я связала изделие, его постирала, блеска стало намного меньше. Ниточка очень хорошо ложится в полотно. Мне понравилось из нее вязать, но она такая вот капризная. Если вы только начинаете вязать, то выберите какую-нибудь ниточку попроще, потому что эта нить очень скользкая, она постоянно расслаивается. У нее, видите, какая скрутка очень слабая. И постоянно спица цепляется. Когда провязываешь 3 петли вместе или вот при закрытии петель, я немножко помучилась, да, она цепляется. Я недавно вязала футболку из пряжи также с вискозой российского производства, по-моему, она называлась «Жемчужная». И она гораздо проще, ниточка не цепляется и не скользкая. Если я не ошибаюсь, там в 100 граммах было 425 метров, но по ощущениям российская пряжа потолще. Поэтому, девчонки, выбирайте ту пряжу, из которой вам будет удобно вязать. В принципе, мне эта ниточка понравилась. У меня еще осталось 3 полных мотка и 1 начатый. Я обязательно из них что-нибудь вывяжу. Если я вам забыла что-нибудь сказать по этому изделию, более подробно смотрите в мастер-классах. Если вам понравилось вязать вместе со мной, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И я вас жду снова в гости ко мне на канал Клубок Желаний.